Каким будет девятое кольцо Хуэйхао? От какого зверя и какого возраста? Это очень интересные вопросы, которые мы рассмотрим. Ведь чтобы стать титулованным, Хуэйхао сконденсировал два ядра души, что уже было необычно для духовных мастеров его уровня. Итак, поскольку у Хуэйхао два боевых духа, у него будет два девятых кольца. Но мы сейчас рассмотрим то, что касается его второго духа – ледяной императрицы Скорпионов. Вообще, Хуэйхао обладает уникальной системой колец, благодаря своим двум основным боевым духам. И девятое кольцо не исключение. Если сказать коротко, не было особого зверя, который дал это кольцо. Хуэйхао не искал никого, кого можно было бы использовать как девятое духовное кольцо. Почему? Согласно оригиналу, его девятое кольцо сформировано из энергии ледяного медведя Сяобая и других ледяных духов. Именно это кольцо позволило ему впервые достичь 90 уровня и стать титулованным. Основные характеристики. Возраст около 300 тысяч лет изначально. Статус – пятая духовная душа Хуэйхао. Тип – ледяной атрибутный духовный зверь высшего уровня. Произошла уникальная ситуация с кольцами. Ледяной медведь-король предоставил Хуэйхао сразу два кольца – 8 и 9 для его боевого духа ледяной императрицы Скорпионов. Как указано в источнике, ледяной медведь дал ему его 8 кольцо, и его оставшейся силы было достаточно, чтобы даровать ему 9 кольцо духа. Но оно не было лишь от ледяного короля медведей. Это 9 кольцо не было получено от одного единственного зверя. Оно стало квинтэссенцией наследия Крайнего Севера. Энергия ледяного медведя Сяобая, жертвенная сила ледяной императрицы и снежной императрицы, а также сама аура ледяного атрибута слились воедино. Когда эта могучая ледяная буря поглотила его, тело Хуэйхао покрылось инеем, а его духовная сила застыла в идеальной гармонии. Пробив барьер 90 уровня, он стал полноценным титулованным. Девятое кольцо духа Хуэйхао имело уникальную особенность. При его получении произошла мутация, которая привела к тому, что девятый навык остался в спящем состоянии. Активация произошла только, когда ледяная императрица и снежная императрица полностью слились с Хуэйхао. В тот момент Хуэйхао достиг уровня, позволяющего контролировать силу всех своих ледяных духов одновременно. В отличие от всех предыдущих колец, навыки девятого кольца не принадлежат какому-либо одному духу или зверю, а создаются путем слияния всех ледяных духов Хуэйхао. Первая снежная императрица – 700 тысяч лет. Вторая ледяная императрица – 400 тысяч лет. Третий – восьмиугольная таинственная ледяная трава – 100 тысяч лет. Четвертый – ледяной медведь-король – 300 тысяч лет. И пятый – небесная роса – божественный инструмент. Какие же способности девятого кольца? Девятое кольцо даровало Хуэйхао два мощнейших навыка, которые считаются одними из сильнейших в его арсенале. Первый – вздох ледяной богини. Основные характеристики. При активации, слившись с кинжалом утренней росы, Хуэйхао заменяется фигурой в ледяном синем платье высотой более 100 метров. Фигура испускает ледяную туманную ауру. Это не ледяная императрица, не снежная императрица и не богиня света. Это уникальная форма, созданная слиянием всех ледяных духов. Фигура может призвать из своей головы шар ледяного синего тумана, способный заморозить и вытянуть всю энергию атаки когтя бога-дракона. Превосходство над божественными атаками. Эта техника смогла противостоять даже когтю драконьего бога, одной из сильнейших атак Дитяня. А после получения третьего ядра души, эта способность была признана атакой уровня полубога. Вторая способность – абсолютный ноль. Снижает температуру до абсолютного нуля. Теоретически, минимально возможной температуры, при которой движение частиц, составляющих тепло, будет минимальным. Представляет собой полное отсутствие любого тепла. Тактическое применение. Может использоваться совместно с любым другим навыком кольца духа. Может применяться внутри тела Хуэйхао для замораживания любых инвазивных сил. Способен запечатывать трещины в пространстве после формирования второго ядра души. На уровне предельного титулованного контроль Хуэйхао позволил ему использовать ледяной атрибут до состояния абсолютного ноля. Может противостоять духовным инструментам 11 класса. Способен разделять связь между полубогом и божественным оружием. Как и вздох ледяной богини, эта способность не принадлежит ни одному духу, а создается путем слияния всех ледяных духов Хуэйхао. Цвет и качество кольца. Исходный цвет – кроваво-красный, указывает на возраст около 300 тысяч лет. После вознесения – золотой, после того, как Хуэйхао стал богом эмоций.
Это девятое кольцо стало завершением конфигурации его колец. Получение девятого кольца для ледяной императрицы Скорпионов стало ключевым моментом в развитии Хуэйхао. Он стал полноценным титулованным с 9 кольцами для своего ледяного боевого духа. Формирование второго ядра души. А после получения девятого кольца, общее количество колец Хуэйхао достигло 14. Девятое кольцо Хо Юйхао представляет собой вершину эволюции его ледяного боевого духа. Полученное от ледяного медведя короля и других ледяных душ Хо Юйхао, это кольцо даровало Хо Юйхао способности, которые превзошли все ожидания. Это стало краеугольным камнем в восхождении Хо Юйхао к божественности. Как происходило слияние ледяного духа Хо Юйхао? Когда намерение Снежной Императрицы вошло в сердце Хо Юйхао, он почувствовал, будто безумное количество энергии разнесло его на миллион частей. В тот момент он был совершенно не способен ощущать свои духовные ядра и тело. Чрезвычайно мощная энергия окутывала его ментальное духовное ядро, вокруг которого было множество крошечных трещин. Волны мистической энергии постоянно исходили из его тела. Когда Хо Юйхао присмотрелся к своему телу, он понял, что оно полностью изменилось. Кристально чистое, белое, духовное ядро тихо вращалось в его груди. Его размер был немного больше, чем у ментального духовного ядра. Казалось, внутри него мерцала человеческая фигура. Это Снежная Императрица? Хо Юйхао мгновенно узнал фигуру в своем духовном ядре. Эта фигура являлась никем иной, как Снежной Императрицей. Кость торса Императрицы Скорпионов больше не светилась. В этот момент его кости приобрели блестящий золотистый цвет после того, как он получил питание пилюли дракона. Аура Ледяной Императрицы стала настолько слабой, что он едва мог ее ощущать. Хо Юйхао понятия не имел, что произошло. Но в этот момент он понял, что больше не может общаться со Снежной Императрицей, Ледяной Императрицей, Сяобаем и остальными. Даже Лия погрузилась в глубокий сон. Хо Юйхао наконец узнал мистическую энергию, которая окружала его ментальное духовное ядро. Она принадлежала ледяному шелкопряду. Наконец-то у него стало 2 духовных ядра. Его ментальное духовное ядро было ярко-золотым, а духовное ядро предельного льда в груди было белым. 2 духовных ядра вращались в противоположных направлениях. Энергия, которую они выпускали, сливалась в точке, которая находилась между ними. Именно из этой точки брала свое начало вся сила Хо Юйхао. Крошечные водовороты, образующиеся после столкновения энергий, высвобождаемых 2 духовными ядрами, вливались в меридианы внутри его тела. Честно говоря, даже Хо Юйхао не знал, как ему удалось добиться успеха. Все 6 его духов теперь погрузились в сон. Да, нас ждут интересные события. Что вы думаете о 9-м кольце Хо Юйхао? Напишите в комментариях. Спасибо и до скорой встречи.